Освободив раму от защитной пленки и стеклопакетов со створкой, приклеиваем псу по периметру изделия. Это у нас может быть 15 на 30, 20 на 40. Все зависит от того, как вы рассчитали изделие, сколько у вас уходит рамы в четверть. Приклеили псу. С торца рамы прикручиваем монтажные пластины с расчетом нижняя и верхняя 200 мм от краев и одна посередине. На высоту где-то 1,40 м, 1,50 м. 3 пластин достаточно. Прикручиваю их на саморезы для лучшей фиксации. То же самое сверху. 200 от углов и одну по центру. В самом проеме шов между кладкой и облицовкой запениваю, чтобы не выдувало сквозняками наши изделия. Обеспечив необходимый запас всевозможных подкладушек, устанавливаем окно в проем. Друзья, устанавливаем дистанционные подкладушки под импоста. И с помощью размера этих подкладушек регулируем горизонт. Так как я работаю один, то и в углы по вертикали я тоже расклиниваю. И вверх точно так же. Изделие зажимаю со всех 4 сторон. Боковые вот эти проставки, они нам нужны для того, чтобы удобнее было регулировать одинаковый размер по улице. Чтобы изделие выглядело красиво, все окна должны стоять ровненько по центру. А подкладывая под импоста вниз, мы вот этот вот размер тоже регулируем. Иногда изделия бывают такой сложной формы, что без этих проставок дистанционных вот с этой стороны просто невозможно ему придать прямоугольную форму. И поэтому, чтобы соблюсти уровень вот в этой плоскости, мы их регулируем. А когда изделие зажато со всех 4 сторон, это очень легко делается. С одной стороны чуть убавил, с другой стороны добавил. Все. Регулировка же вот в этой плоскости, осуществляется с помощью вот этих двух струбцин вверху и внизу. Струбцины зажимаем до тех пор, пока вот у меня размер по улице у всех изделий где-то приблизительно 13,5 сантиметров. Добиваемся того, чтобы псул сожмался и заполнил все неровности в стене, а также компенсировал завал. Вот, таким образом, регулируя усилие струбцин вверху, внизу, с одной стороны и с другой, добиваемся одинакового размера, а также вертикали по уровню. Все, когда у нас изделие встало на свое место, я предпочитаю в этом месте чуть-чуть пластиночки отогнуть для удобства монтажа. Размечаем и просверливаем. Друзья, так как металлический усилитель не плотно забит в пластиковый профиль, в этом месте тоже возможен люфт в середине изделия. То есть вот в данный момент оно у меня провалено туда оказалось. То есть чтобы его чуть-чуть вернуть,
Я туда сделал подкладушку. И еще один нюанс, так как изделие зажато сверху и снизу струбциной, то вот здесь 100%, ну вот здесь еще не очень большая, но будет качаться уровень. То есть при просверливании средней пластины слегка надо толкануть изделие в сторону улицы. Друзья, для закрепления подвесов в ПГС-блоке использую дюпеля 8. Но саморезы в них кручу увеличенные. Это у нас 5. Отверстия же буду сверлить где-то 6 мм, чтобы дюпель у нас не проворачивался. Не нужен никакой спецкрепеж, будет держаться отлично. В середине, напомню, друзья, так как струбцина затянута снизу и сверху, изделие середина чуть-чуть у нас выгнулось сюда. То есть, засверливая средний саморез, надо изделие чуть-чуть подталкивать в сторону улицы. Что мы сейчас и сделаем с вами. Все, отгинаем саморез, забиваем дюпеля. Запивается очень туго. Итак, друзья, напоминаю, что крутим дюпель 8, саморез у него крутим 5, увеличенный. Наживляем. И прокручиваем. И все изделия прокручиваем. Казалось бы, даже можно снять струбцину уже, но лучше снять после запенивания. Друзья, если у нас изделия средних и больших размеров, то для того, чтобы компенсировать воздействие ветра, присверливаем наши изделия кладки с помощью вот таких дюбель-гвоздей удлиненных. Это у нас 8 на 160. Так как у нас в этом месте находится металл, сначала засверливаемся тоненьким сверлышком, а дальше идем 8. Рассчитываем это отверстие так, чтобы оно у нас прошло посередине подставочного профиля и ни с той, ни с этой стороны не мешало. Рассверливаю 8. Далее, чтобы наши дюбель-гвозди на 8 плотно держались в ПГС-блоке, сверлю блок уменьшенным диаметром, 6. Далее, друзья, осторожнее по резинкам. И места, где у нас дюбель-гвозди входят в раму, обрабатываем силиконом. Друзья, увлажняем откосы для лучшей адгезии материала. И дальше запениваем изделие той маркой пены, которая соответствует погодным условиям. Я предпочитаю пенить изделия за 2 прохода. Первым проходом наполняем глубину, чтобы избежать перерасхода материала. И далее, через 20-30 минут, когда пена станет, добавляем уже чистовой слой начисто. Друзья, с внешней стороны изделия видим огрехи в вкладочных швах, который не перекрыл псу. В сильный ветер, возможно, будет раздаваться свист из этих мест. С помощью силикона прозрачного заполняем эти места.
Друзья, базовый слой пены прихватился. По складушке под импостами и под петельной стороной оставляем, остальные вынимаем. Тем самым давая изделию расширяться и сужаться. И допениваем финишным слоем там, где не хватает пены. Погнали. Друзья, когда пена еще до конца не высохла, но уже не прилипает к пальцам, немцы делают вот так. Они брусочком слегка пришлепывают пену, придавая ей форму. И тем самым фиксируя ее. Получается вот так. На всем изделии она имеет одинаковый вид.